цивилизация и культура. Остальные вопросы я буду задавать уже по порядку. Посмотри, в какой мы будем библиотеке раскрывать эту тему. Я попала в древнюю библиотеку. Ты можешь... Это библиотека Мгм. разных культур и цивилизаций. Она находится на 3-м уровне. Здесь есть различные уровни библиотек. Мы уже рассматривали библиотеку военную, Мгм. библиотека цивилизации находится ниже военной библиотеки. То есть они как-то вместе соединены, но не зависят как друг от друга. То есть какие-то основные параметры и понятия исходят тоже от библиотеки, которая рядом находится. Мгм. Почему именно 3-й уровень? Она искажена. То есть 3-й уровень – это из-за того, что понятия сакральные, культура и цивилизация были искажены, правильно? Да, Мгм. Давай посмотрим временной промежуток, когда произошло искажение. когда не было календаря, когда ориентировка была на Солнце и звезды. Мгм. Какое слово стоит выше – культура или цивилизация? Культура, По своему культура. Культура – это излучение души да, и родовой памяти. да, Это то, как человек общается с традиция, Творцом, род, природой. Мгм. природа. Натурель пишется, натурель. Это Вот, как то есть высшие латиница, на ценности, которые латинском. есть у человека. Культурных освещенность пишет. Культурная Культура. освещенность. Культура и освещенность. Так, тогда получается, что культура – это признак живого слова. Да, Хорошо. Перейдем к слову цивилизация. структура, Какого уровня? система. Мгм. Цивилизация, она более холодная, идет структивно, по структивности и в системность. Это как соединение разных направлений, как сеточка, как Можно ли паутинка. сказать? Мгм. Можно ли сказать, что это технологический прогресс? Есть. Это можно объединить одним словом, как технологический прогресс. Нет, технологический прогресс вмешивается в цивилизационную систему.
Мгм. Если культура — это душа, то, цивилизация — это материя. Да, Цивилизация присуща какому-то, изменением. да, Культура не меняется, а цивилизация, она идет через изменения. души. Искус... Нет, искусственно направленные. Мгм. Изменяется не душа, изменяется материя, структура. Тогда это если чем выше душа себя проявляет в вибрациях, от этого зависит и культура. Да. Вот То есть изменить сразу майя, вверх. культура майя появляется. Мгм. Прям сразу майя. Культура майя, это не цивилизованность, это больше, чем это какая-то интеллектуальность направлений. Цивилизация — это крышка, она покрывается. Вот прям тяжело, когда я говорю цивилизация, прям сразу металл в форме металла э, появляется в форме металла, а культура, она прям такая легкая, как пушок, как лебединое перо. Кстати, туда Настоящий. входит и Тартария. Это не цивилизация, это была культура. И пишут с большой буквы культура. А мы воспринимаем культуру как с маленькой буквы. Нас ущемлили, нам не дали возможность раскрыть свою культуру с большими буквами, научиться культуре, уметь чувствовать культуру, куль- культивация. Чувствовать свой дух, род и совместную весть, называемую словом совесть. Да, Цель культуры какая? Основная цель. непонятно, непонятно, что ты сказала. А, У каждого слова есть какое-то определение. Вот мы говорим, что основа культуры — это дух, род и совесть. В понимании совесть — это как совместная весть Творца. Вот у слова культура цель какая? Именно у культуры какая цель? Ты не Превосходить, думай, превосходить свои эмоции, уметь управлять эмоциями, переносить информацию через духовное возрождение или же рождение новых основ, как изменение структурного направления, как вот изменение и эволюции. Это так глубоко ушло.
Ну, Сразу хорошо. картины появляются, много картин разных материков, разных стран. Ну, как не стран, а вот частиц планетной системы тоже. За пределом земного пространства есть еще Ты такие же говоришь про... параллельные миры, Мгм, культуры. Они как бы параллельные тут. мгм. Если мы смотрим сейчас про представителей, чьи вибрации находятся выше, чем у человечества, у этих представителей в их плотности, имеется два таких понятия, как культура и цивилизация? Или все-таки Нет, какой-то... у них нет слова культура и цивилизация. Что у них есть? Цивилизация — это искусственное слово. Культура — это Мгм, нарастающее. Оно росло, культура росла через поколение в поколение, род из рода. Выше нет такого. Они уже пришли к точке сознания, к точке воплощения. У них такого нет. Но через Какое культуру возрождается человеческая раса. Она растет. Уважение к культуре, духовное восприятие, любовь растет, идет к высшей точке. Культуру можно уничтожить или ее понизить. Это как вибрации. В некоторых культурах вибрация возвышается, восходя к высшей точке. В других же культурах оно спускается вниз по спирали, уходя в темное пространство, иногда даже к нижним мирам. цивилизация разрушает культуру? Да, На нашей планете сколько раз цивилизация разрушила культуру? То много есть духовно. циклы идут. Майя, она разрушена. Одной Кто они? цивилизацией. Тартария, она разрушилась через цивилизацию. Но она доходила до высокого уровня. Пришлось цивилизованно унизить, уничтожить. Хорошо, давай с тобой посмотрим слова образование, цивилизация. Именно слово образование. Частицу ция посмотрим. Что это за ключ? И это зависимость.
Что за зависимость? Кто управляет? И Виль Если пишется через с латиницы цивиль, латинскими буквами цивиль. Это как бы огражденность одного, допустим, индивидуума, ограничение, в то же время и зависимость ция. Иногда ее используют в процессе пропагандах, чтобы усилить зависимость даже человеческого разума. ты сейчас разложила слово цивилизация, которое уже перевернули, можно так сказать. Не изначально Да, сакральный смысл, да? да, ее перевернули. В цивилизации сакральность не присутствует, в культуре есть сакральность, рисуют круги. Культура идет через круги, через пирамиды, через цифры, не цифры, а символы, чтение. Цивилизация, она стоит на месте. Нет продвижения. Сакральность вытаскивает из культуры круги, которые рисуются. Это тоже культура. Танцы, дервиши, они танцуют. У них такие широкие подолы, голова наклонена направо, рука одна поднята наверх, другая, правая и левая внизу. И он вертится. Это сакральная культура. Но она закрытая, и она даже таинственная. Есть культура, сакральность в музыке. Изображение, нот. Это тоже культура. Надо ее уметь выставлять, и надо уметь ее читать. Есть даже пение, культура слов и культура пения звука. Разделение идет. Цивилизация, культура. На нас кажется, что цивилизация — это более громкое слово, что ты цивилизованный человек. Можно сказать, что перекрывает слово культурность человека. Оно часто использовалось 2 века тому назад. Больше слова культура, чем цивилизация. Более культуру воспринимали как духовность.
Цивилизация пришла недавно, чтобы запутать и загрузить человечество более такими, в кавычках, современными словами, чтобы забить мозг, не продумав, о чем думается, больше говорится, чем осознается. Через культуру проходило много познаний, и все это осознавалось через цивилизацию. Человек думал, что он прошел большой опыт, и он может просто восхваляться своей цивильностью. Я тебе сейчас разложу слово «цивилизация» на сакральные слоги, как это ведают на Руси. Посмотри, что ты считаешь в это время. Например, Первый слог «ци», «си». Мы с тобой видели. В древних кодах это энергия жизни, поток, жива, вили, видение, способность видеть, направлять, ведать. За указание на то, что находится по ту сторону. Я это есть мы каждый, аз есть ток. Нет, ты считываешь с своей с точки зрения. Надо это слово читать с латинского. Цивилизация — это перевернутое на твоем языке, на твоих буквах изображается. Это просто иллюзия. Пересмотри каждое слово в твоем языке, более раскрыты латинскими, исходя из латинских слов. То есть верная трактовка, когда пишется на латинице. Верно. Благодарим. Благодарим. Теперь все понятно. Хорошо. Ну, тогда с тобой следующий вопрос. Исследуем. Что такое эфир? Энергия эфира и как им пользоваться? Это информация. Надо уметь читать эфирное поле. Эфирное поле дает более конкретной информации, как и казуальная. Через эфир можно просмотреть различные параметры и различные цвета. Это как мозаика. Каждый воспринимает по-своему эфир. Для более интересующие, как эзотерика или же гипноз. Включаются рядовые
определение в эфирном пространстве. Если смотреть с другой буддийской главы стороны, то видится более энергетическая информация. Все зависит, как ты считаешь и умеешь преподнести. Мы на нашем физическом уровне как видим проявление свойств эфира? Как мы можем с ним взаимодействовать? Все могут ее видеть, чувствовать тоже. Это накопление энергии. Это путешествие в прошлое. Это путешествие. Это это ячейка, где сохраняется весь твой опыт. Это твой дневник. Это твой блокнот, твое видение. Что является основой эфира? Энергия. Когда мы путешествуем в прошлое и будущее, мы путешествуем на волнах эфира. Да. Без эфира ты не можешь пойти в астральное или казуальное поле. Оно взаимосвязано. Это твоя оболочка. Это ты. Ну, в более расширенном виде. Меня тянет. Прям меня взяли за руки, за ноги и в стороны тянут. С двух сторон. Как будто я какая-то резиновая кукла. Меня все тянут. Блокируем все на тебя воздействие постороннее. Понятно. Как-то эфир все-таки мы видеть сможем в своем воплощении физическом? Что мы можем сделать, например, на эфирном уровне, когда выйдем на него, кроме путешествий? Изменить ситуацию. Изменить, то есть поменять ее. Да. Ко мне кто-то присоединяется. Запрет. Ставь запрет на Нет, присоединение. нет, Пиши выше, выше, выше. Я Угу. чувствую, у меня голос поднимается наверх. Тогда, если это для тебя будет безопасно, соединяйся.
ставь безопасный канал. Спросим, что хотят нам сказать. Давай ставь вопрос. Вопрос. То, что хотят нам поведать, это касается эфира? Больше. Больше. Это более актуальная тема. И эту тему раскрывает во всем пространстве. И вот интересно просто передать информацию, которая хочется передать. Пусть передает. Мы внимательно слушаем. Но это понятие, что все вот эти показывают, что это вся энергия. Нет такого разделения тел, как вот распределяется эфирное или неэфирное. Это все Мгм. одно. Просто есть такие понятия, как вот ты видишь радугу по цветам, и оно разделяется. То же самое ты видишь, как через кристалл свет, и кристалл идет вот это излучение. И каждый человек, несущий этот свет, он излучает этими цветами. И в некоторых видениях говорят, что это тела тела человеческих полей но это не то, это более по-другому можно объяснить, что мы излучаем эту энергию в разноцветных палитрах. И вся вот эта энергия, которая находится вокруг нас, мы просто ее можем видеть. Она как секундное мимолетное видение, наш опыт, наша жизнь во воплощениях, она считается более быстрых секундах, а для нас это считается веками, годами, днями. И вот это происходит как бы на физическом уровне для нас как более спокойно и долго происходящее, что мы видим. А в высшем это просто, ой, меня сейчас поднимает наверх. В высшем это использование световых параметров, палитров. Я так вытянулась, я прям как балерина стала. То есть лежу. Вот на носочках балерины стоят, на пуантах. Вот я так лежу, да, и мне пальцы прям на кончиках, как будто я стою в каком-то. Мгм. Тебе надо Для нас видеть. У меня даже мускулатура напряглась. Как будто сейчас вот ай, полечу, что ли. прими все во благо. Оставь на себе это условие. Прими все во благо. Наше время на Земле длится и ведь тянется из-за того, что мы используем линейное время. Да, для нас это кажется, время идет, а если посмотреть еще выше, нет такого. Оно не идет. Оно мимолетное, секундное. А как вот отталкивается энергия, и вот эта инерция изображает вот эти все лучи, все вот это, все цвета. Ну, имею в виду Можно ли, цвета, радуги. можно ли сказать, что используется время вечное сейчас?
Оно есть. Да. А что такое солнечное время? Оно похоже на время вечное сейчас? Солнечное время — это ориентация. Более ориентировочное время, чем космическое. По Солнцу ориентируется Мгм. не только на С Земле, их временем. но и там же. Там. Да. Когда мы поднимаем вибрации и не разделяем свои тела, как, например, тонкие тела и физическое тело, а представляем все, не берем во внимание, что мы — это энергия, тогда взаимодействие с другими энергиями происходит легче и гармоничнее, правильно? Да. Это просто какой-то чей-то вброс, что надо разделять тела и энергии. Искажение по-другому. Да. Кто внес в нашу действительность эти искажения? Как давно это произошло? В какое время? Очень давно. Нет понятия времени. Там нет понятия времени. Для чего это было сделано? Разделить и запутать. Проверить, как совмещается тело и энергия, если ее разделить на мелкие части. Воссоединятся ли они энергетически, как плюс и минус? Найдут ли они свою половинку, свой энергетический потенциал? Все вокруг это хаос, но в то же время это и одно, но в то же время это и как эксперимент. Это не кем-то эксперимент проводится, это проводится самим вот таким вот, как все это должно произойти. Там все происходит не как мы думаем. Там из хаоса делают порядок, из порядка делают хаос. Там все движется беспорядочно, в то же время движется прям как по струнке все идут, как вся энергия, она в строю. И это как-то вот идет какие-то звуки, за счет этих звуков идет разделение, за счет этих звуков идет соединение, за счет этих звуков идет яркость, темнота. Мы слишком далеко пошли, начиная от цивилизации, культуры, пошли мы в более высокую энергию. Ну, как всегда, Но, у как нас так. всегда, да, и пальцы у меня тянутся снова, как балерина. Сейчас Может танцуй, быть, блин, ты бы меня давай еще видела. Мгм. зададим. Там у нас балерина на тонком плане. Можно ли Да, через сознание навести порядок в хаосе? можно ли вас через сознание, Осознание, осознание? да, Интересный вопрос. Вот осознание происходящего. так интересно. Вот это не я говорю. Я, Поняла, да?
Интересный вопрос. Через осознание что? Человека или же через сознание Вселенной? Через осознание того, что происходит. Например, что разделение наших энергий на тонкие, плотные, Да, это искажение. через осознание происходит изменение. Это как когда ты слушаешь музыку, через осознание ты воспринимаешь, что это музыка, и что можно ее слушать, не только слушать, но и что-то под ней танцевать, Чувств. чувствовать ее различным. Ты можешь даже нюхать, чувствовать и нюхать эту музыку, которую ты слышишь осознанием. Много вариантов есть, что проходит через твое сознание. Но человечество, оно ограничено своим телом. А там осознание, оно просто расширено и широка. Это не значит, что вот слушать только музыку, нужно даже из музыки строить еще и еще больше то, что невозможно для нашего понятия. Из музыки строить вселенные, галактики. Можно. Оно есть там. Да. И наполненными теми энергиями, которые несет конкретная музыка, мелодия. Напомнить. Нет, и эти вселенные будут наполнены теми энергиями, которые несет конкретная музыка, мелодия. Наполнено, да, наполнилась. Полнота. Да. Там, знаешь, там какая-то игра идет. Игра вот всего. Вот как маленькие дети играют, радуются. Вот. Но это неописуемо. Я не могу описать. Я не слышу смех. Но я чувствую, что там просто великолепно. Просто великолепно. Это какое-то, вот, знаешь, чудо. Не чудо, а вот я не могу описать. Просто надо сидеть или Ты лежать говоришь, и чувствовать. Все. через Это тебя подключилась. да, ты через меня? Через тебя подключилась и чувствую то, что ты чувствуешь сейчас. Да, вот прям Эмоции. здесь никаких эмоций не нужно. Здесь оно есть, вот знаешь, вот Да. все вот это все. Ты вроде как человек счастлив, да? Это эмоции, но там нет таких вот, ну, я не могу сказать человеческих эмоций. Мы, я не могу сказать, что мы человеки, что мы не люди или что. Не то, что я имею в виду, не люди, а вот это не для человеческого Душ. разума. Вот как-то это все. Это Я экстаз тебе хотела какой-то, сказать. эйфория, экстаз. Мгм. Даже, извините, оргазм. Ой, блин, пошло у меня, понесла меня. Ой, такое Я тебе чувство прям. хотела сказать, что когда подключилась через тебя, у меня слов не было, а были только эмоции того, что я чувствую. А, да, Именно про это. да. У меня я улыбаюсь все до себя, мне совсем мои 32 зуба. И Не я тоже знаю вот так почему. хотела тебе это сказать. То же самое, прям вибрации высоко взлетели. Да, надо нам Геннадия сейчас тоже разбудить. Он сейчас такую эйфорию будет получать. А могу я задать вопрос? Конечно.
Какой цвет у культуры за пределами видимого спектра? Там за пределом, здесь или там? За пределами видимого спектра. Темно. Темно. Почему? Это не то, что темно, там, знаешь, это ты не можешь сказать, что это темно, но это и не можешь сказать, что это светло. Вот для твоих глаз это гармоничная такая вот световая гамма. Но это не такой яркий свет, как абсолют. Это, Ну, знаешь, это какая-то и тишина, и в то же время цвет, который ты видишь, он тебя не пугает. Это ну, похож на цвет космоса. Да, если мы говорим о том моменте, где мы сейчас находимся, то там вот так. Но если сейчас я спущусь и просмотрю, как спектр они разные. Есть и все цвета, то есть как параметр, па ай, па палитры, цветовые палитры. Это вот знаешь, как бы взять, цвет. Это вот культура — это душа, это и свет, да. И этот свет попадает в линзу, где от линзы входит много-много различных цветов. То есть культура, она имеет различные цветовые гаммы. Но я не имею в виду культуру вот, щас именно слово культура, как уходит она, если глубоко в нее войти. культура ведь расшифровывается как культ ура, как культ света. А Да, почему темно? это все зависит от того, где ты находишься, где я сейчас То есть была. Там чем ты на нее смотришь, да, на этот да, спектр, да, физическими глазами или глазами да, души? да, это луч, это излучение. Я вижу как лучи, как излучение, как спектры. А частота культуры — это дрожь в сердечной чакре или мурашки по коже головы? Это все зависит, как ты глубоко понимаешь эту культуру, как Нет, ты оно входишь воспринимается сердцем или душой. мозгом? Нет, нет, это воспринимается душой. Мгм. То есть сердце, можно сказать, да? Да, Это Солнечное сплетение. я не знаю как, а у меня прям все тело. Если культура, если начинаю какой-то культуре, у меня все тело прям дрожит не из-за того, что, а вот Гульнур. куль чувствуется культура через душу, да, через сердце. Вот, на счете 3 рассмотри ДНК человека. Один, 2, 3. Есть в этом коде ДНК код цивилизации и код культуры. Есть цивилизация, есть культура, есть. Вот культура занимает где-то так 54% уже, Мгм. а остальная эта цивилизация, она немножко вот как бы уже перемешанная. А ДНК, цивилизация — это больше как инстинкт в во, ДНК. как структура, как система, это правильно, это как Мгм. инстинкт. А код культуры — это что-то, память духа. Это память, правильно. А что из них спираль, а что из них перекладина? Перекладина цивилизация, спираль это Мгм. культура. Мгм. А может ли культура существовать без цивилизации? И наоборот, Раньше, да. цивилизация существовать без культуры. Нет, это уже разные. Но они как вырастают вместе. Была культура, которая имела 80%, а теперь она за счет цивилизации меняется.
превосходит. А что главенствует в момент истинного искусства? Навык отточенной цивилизации или одержимость, идущая из культурного эгрегора? Нет, цивилизация тоже больше к эгрегору относится, чем культура. Она Культуры нет впитывает, цивилизация впитывает эту эгрегор в культуре. Он доминирует. У культуры нет эгрегора. да, нет. А когда культура начинает обслуживать цивилизацию и Культура теряет никогда себя? не, культура никогда не обслуживала цивилизацию. Мгм. Цивилизация изменяет культуру. Да, Что убивает культуру быстрее? нет духовности, зло, агрессия, страх, Мгм. не эго, а эгоистичность, нарцисс, неуважение. Что Такие берет, маленькие. что берет с собой та душа, которая покидает материальный мир и попадает в духовный? Берет, Она не попадет в духовный мир, если она зависела от материальной цивилизации. но есть что-то, что преобладает? Она уже не имеет код культуры. Мгм. Если она Хочу вопрос. превысила более процентов цивилизации, то она уже не может вернуться к духовной культуре. А болеет какой-нибудь болезнью культура? Нет, Только цивилизация может иметь да, какие-то болезни, да? онкология. А еще какие две? У женщин с брюшной полостью. Мгм. У мужчин тоже с брюшной полостью. Это вторая чакра, Между второй и третьей. репродуктивная система. Да, Мгм. Хочу вопрос еще один задать. Кисульская принцесса, ей 800 тысяч лет. Что можно сказать про культуру того времени? какая принцесса? Кисульская принцесса, которую нашли. Писульская принцесса. Да, Да, мгм. Вопрос Висульская. посмотри, посмотри, что из себя представляла культура того Очень времени. высокая. Даже она лежит, я ее не знаю, но прям вот сразу, ты как сказала, вот Висульская принцесса, и сразу, знаешь, вот как все так аккуратно, все так, ну, с любовью что-то сделано. А Мгм. посмотри, как отличается ДНК вот этой тисульской принцессы от современной нашей Большая женщины. разница, большая разница, большая Это разница. составляющая культуры и Да, цивилизации в ДНК? Или есть нет, нечто, что определяет?
У висуйской принцессы нет цивилизованного вмешательства. У наших женщин она превосходит. Женщина теряет свою культуру. Женщина теряет себя как женщина. Висульская принцесса, она была женщиной. Ее благословляли. Она прям пахла вот какими-то вот белыми цветами, розами. Не розы, а вот лилии. Это какой-то экзотический растение, это какие-то экзотические растения. Масло вот цветочными маслами пахнет. А наша женщина современная, она не пахнет. Я не чувствую запаха. Я не чувствую раскрытия души. Я не чувствую любовь. Я только вижу агрессию. Вижу страх, ненависть. Вижу потери, слезы. Женщина теряется. И вот эта структура, Дорогая, цивилизация, она просто поглощает. смотри, а около Иммунная той энергии, система расслабляется. Силы уходят. Да, смотри, Гульнор, около той энергии женской, Тисульская принцесса, 800 лет назад, какая стоит мужская энергия? Опиши ее. нет там мужской энергии. Мужская энергия благословляла эту женщину. Я чувствую, как вот людей, я их вижу как энергии. Много мужской энергии, но они благословляли эту энергию. Они ее не то что благословляли, они ее... Женщина это была как не как Бог, а как вот больше, чем Бог. Защищали, но не от врагов, а вот Это была Мадонна как нет, не Мона Лиза, опишешь. как Мона Нет, Лиза. нет, 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 нет. нет, нет. Это близко очень время. Туда лучше вернемся. А может ли женщина стать такой высококультурной без мужчины? Может, у женщины есть сила, энергия, а эту энергию тупят, уничтожают. А, Гульнор, кто не так? Наша женщина пришла сюда как энергия любви, энергия мира, как там по-нашему сказать, перемирие, мудрости. Это дано уже в клетках, в ее в клетках. Но здесь, я имею в виду здесь, на Земле, идет давление, чтобы вот эта мудрость, сила любви, а сила любви это и есть высшее, что есть у человека. Если есть любовь у человека, то считай, у тебя все преграды, все болезни. И вот эта женщина, она несла эту любовь, и она никогда не болела. Поверьте, если женщина будет, они целители. Женщина это целитель. почему ее таким образом поместили в этот сосуд
Это не сосуд, это ска- с- скаф... с- Саркофаг. я, Саркофаг, да, но, да, но да, все равно там же была налита какая-то жидкость, да. Можно сказать, Да. что саркофаг ее это очень сильно любили и не хотели ее потерять, понимаете? Это из такой вот, что это не то, что там мавзолей Ленина, да, это совсем другое. А это просто та энергия, которая еще, которая ушла, умерла, она еще жива. Именно ее энергия. Гульнур. Давай на счете 3 призовем эту душу этой женщины, чье тело было помещено в этом саркофаге. На счете 3. 1, 2, 3. Опиши ее. Черные волосы, немножко волнистые. По сравнению она была высокая, но то есть она сейчас по нашему времени она среднего роста. Немножко смугленькая, или я не понимаю, цвет кожи немножко темный, не так, как светлые, нордские. К какой культуре она относится? И какой вообще-то временной отрезок в истории, когда она жила? У нее на голове, не на голове, а на лбу, как вот обруч, какой-то обруч есть. Я стараюсь понять какое-то время. А спроси у нее, зачем этот обруч у нее на голове находился? Это каждая женщина должна иметь. А из какого материала этот обруч изготовлен? Кожа, кожаный переплет с камнем. А что за камень? Только женщинам дано. У каждой женщины свой камень был. У каждой культуры свой камень. Кто-то из нас троих пересекался с этой душой? Мы все пересекались. Какие-то у нас были общие общий опыт. У нас была общая любовь. Мы умели любить открыто. Мы сейчас об этом забыли, Да, не умеем любить. иногда переходите границы. Скажи, Недозволенного. пожалуйста, Елена, повтори, я, наверное, помешал твоему. мы забыли или наложили забвение? Как мы можем Мы вспомнить или разблокировать этот забвение? Чувствуйте руками, приближайтесь к своей культуре. Входите в себя, вспоминайте. Как ее зовут? Как ее звали тогда? У нас не было
таких имен, Как современно это понятно, как но звуки, А что означало ее имя? пробуждение, рассвет. Вот я и хотела вопрос задать. То, что нашли саркофаг с ее телом, что хотели высшие силы этим сказать? Не просто так его нашли. Она это не решала. Не она, кто это решил? Это должно. Я не одна такая. рядом с тем местом еще есть какие-то саркофаги. Нет, не рядом. Других континентах. Излучало ли ее тело какое-то особенное Энергию, любовь, энергию? свет. Почему это тело спрятали с саркофагом? Целительство. Почему его спрятали, это тело с саркофагом, от народа? Знали, что я смогу исцелить. Моя энергия передается через космическую энергию. Кто Она спрятал? Кто ответит? неограниченная. Она проводник? Да, Кто нашел это тело и спрятал? Они знают, что она как целитель, знали. даже сейчас. И они пользуются этим. Да, Какие силы ее спрятали? не мои. Да, не твои, нет. Можешь прикоснуться к груди каждому и энергию этой любви чистой Если у вас возбудить, двери чтобы закрыты вспомнить. к твоей душе, я не могу открыть. Это зависит от тебя. Как ты откроешь эту дверь, чтобы прикоснуться к тебе. Она у вас всех плотно закрыта. Как ее открыть? Вспоминайте. Прикоснись рукой к нашим лбам, чтобы мы смогли вспомнить. У тебя не лоб, у тебя затылок. У меня затылок. Макушка. А почему Лоб у тебя не активирован. Нет такого понятия. Дотронуться до лба и вспомнить. Я дотронусь до твоей груди, души. Там есть память. Не в голове. Память находится в душе.
Ну, я выразился образно, потому что мы всегда вспоминаем. Нет, так не вспомнишь. Вспомнишь через свое сердце. Но я вспомню, Там правда? дотронься. Дотронься своей ладонью. Закрой глаза. Вспоминай. Твоя душа родилась не здесь. А ты скажешь, где именно? Вспоминай. Лена к тебе поворачивается. Мгм. Садится на коленки. Смотрит на тебя. У нее глаза не такие голубые, а коричневые. Но за этим светом спрятана такая вот даже голубизна. Когда ты смотришь на ее глаза, как будто ты падаешь в бездну, не как, а как вот в море, бросаешься в океан. Прям с таким наслаждением. Хочет тебя обнять. Обнимает тебя, но очень-очень осторожно. Не как мы обнимаемся, прям чуть не в спину дрем. Вот у нее прям такие длинные руки тоже. А у нее еще на поясе, на талии какая-то сумочка. Я не знаю, что это. Там находятся камни. Почему камни? Потому что я вижу форму кругленькие такие. Или это не камни? Спроси у меня, что это такое. М? Спроси у нее, что это такое. Нет, это не камни, это глина. Откуда она? Откуда она? Где она живет? Но это не здесь, это где-то, вы знаешь, где-то так похоже на Латинскую Америку. Что-то там. А почему мы сегодня встретились вчетвером? Так должно было быть. Куда повели, Мгм. туда и пришли. Повели кто? Вы, Наши души? эфир. Эфир. Эфир как Ну, энергия. значит, все это взаимосвязано было сегодня. Я благодарю ее.
Я тоже благодарю. Она поклонилась. Ну, не так, как, а вот голову так Мгм. отпустила, но очень так мало отпустила наклон. Маленький, неглубокий. Не она руку, сердце в сторону груди положила и поклонилась. И похлопала так по груди, типа, вспомни. Я Понимаешь? вспомню. Я вспомню все. Вот он, вспомни. Мы Я еще тоже так. встретимся. Все, она прям вот как, знаете, вот как свет так пум, пропал. Мгм. И мне что-то так это немножко холодно стало. Как Не будто пропала, а исчезла. Она исчезла, да? мгм, Кто такая принцесса Весельменская? Чего вы меня куда к ней отправили? Кисульская Это принцесса. ну, Кто? ее так называют, это женщину, которую нашли в саркофаге. Шахтеры, которые извлекали уголь. Была такая полость, где нашли этот саркофаг. Кисульский роман Имерская область. Она мне Кисуль. еще показывала Сибирь. Я думаю, что это какие-то Так назвать. тропические леса и Сибирь. Причем тут Сибирь вообще? Ну, скорее всего, что Это в Сибири? это, да, это где-то э, где-то. Там сирийские медведи? Ну, Ты, когда говорила «помни», и вот эта картинка и была. Вокруг цветы, ни одного дома не видела. Мгм. Цветы, порядок, деревья, солнце. Да. Смотрю, здания, нет никаких зданий. Может, это просто мы были далеко от их зданий, но другой картинки я не видела. Смотри, ну вот, если 800 лет тому назад, то там климат совсем был другой, тропический. 800, 800 тысяч лет назад. А 800 тысяч лет. Но там не было, там все было как вот в тропических, все тропические Но они растения, цветы. Но Сибирь была в голове почему-то. Сибирь, Сибирь. кисульская принцесса. Я говорю, какая Сибирь? Это вообще в Америке, ты Это цветочки здесь тропические. найдено в 1969 году в селе Ржавчик Кемеровской области саркофаг с телом молодой женщины. По легенде, тело находилось в жидкости и не имело признаков разложения, что указывало на невероятный древний возраст. Но Кем? говорят, что находки это 800 миллионов лет. 800 миллионов лет. Да не может быть. Не может быть, да. Да, но так они писали. Так, Миллионов. Писали, это миллионы. связано с угольным разрезом, он мог сформироваться в 800, но там была полость, то есть ее как бы поместили туда, в угольном разрезе, в этой полости. Вы Кульнул. меня На сейчас счете 3 тебе придет ответ. Сколько лет прошло с тех пор, как поместили этот саркофаг с этой женщиной? На счете 3. 1, 2, 3. Во-первых, три идет. 1000. 3000. Да, да. М, 3000 идет. Еще такая информация была, что около нее нашли еще несколько саркофагов, подобных
кому же? Ты их Это была видишь? культура, это, знаешь, как вот раса, как бы отряд семейный такой. И вот они как бы как служители тоже служили ей и дали тоже поклон. То есть они вместе ушли с ней, как с хозяйкой. Это А служащие она, ее поместили, она была или жива, охранники. когда ее поместили? Или она покинула свое тело? Она же была Но я ее молодой, видела молодую. то есть Я ее не видела Она, в возрасте. она молодая, лет около 30. Да, вот примерно вот молодую я видела. но ее тело просто не может стареть, потому она так молодо Она, выглядела. да, она жила долго. Она не так, не как мы 100 лет, она долго жила. Вот и я не вижу ее семью. То есть она, видимо, жила, а может, даже и детей имела, они уже выросли или уже, я не знаю, ну вот как женщина беременную, то есть я вижу, что вот женщина такая, ну, рожавшаяся, то есть, или как, не такая там худенькая, но есть что-то. Вот. Спрашиваю, сейчас ведь спрашивать ее, она уже ушла тоже. Что там? Можем ее попросить вернуться. Нет, она не вернется. Она Лучше в Мо- следующий попрощалась. раз. Да. Мы можем идти, Она вам что тут туда-сюда будет прыгать из-за того, что вы захотели можем, узнать, была она замужем или нет, что ли? Хорошо, Гульнур. Давай, отключайся от всех, от всего. Благодарю тебя. Благодарю все энергии. Благодарю эту принцессу. я Благодарю также принцессу. благодарю. Всё, я масочку. Нет, мне заряжать не надо энергии, у меня она есть уже от нее. Да, если не И то, было. что еще до этого, когда я балериной была там в космосе, в пуантах Набалеринилась. ходила. Ага, в пуантах ходила, прям все тело поднималось, прям тянулось. Мгм. Давай. Отключайся. Отдых и заземляйся.